Приветствую всех. В общем, не стал я полностью разбирать этот камин, очаг после падения. Решил все-таки попытаться его восстановить. Вот очень хорошо руками вот так вот сбил и до сих пор сбиваю стены. Уменьшил костер, чтобы не так активно жарило. Оттащил его немножко вот сюда вот в сторону. Значит, оттаиваю куски глины и потихонечку вот нашлепываю тонкими такими уже полусухими слоями. В общем, вроде бы начало получаться. То есть я вытягиваю эту стену, эти стенки, которые обвалились, вот они. Набиваю. Вроде пока все еще стоит. Вот тот кусок, который упал, лежит сверху. Сейчас он полностью оттает, и я его тоже собью и вобью и прибью туда. В общем, думаю, что все-таки смогу я восстановить вот этот обвал свой, что получится все-таки камин. А вообще, чтобы вы понимали, как это делается, никакой заморозки делать не нужно. В общем, вот есть у вас, допустим, на улице холод, добываете как-то глину, либо она еще немножко теплая, то есть внутри не заморожена. В общем, делаете из глины небольшие, вот, ну, короче, размером с обычный кирпич, вот такие вот блоки, кирпичи, короче. И эти кирпичи вокруг костра просто надо подсушить. Да, такой камин, такую печь делать примерно сутки-двое. Двое, скорее всего, да, потому что эти кирпичики нужно подсушить, чтобы они, когда вы из них будете складывать ту или иную вот структуру камина, печки, чтобы они собственным весом друг друга не давили. Что получилось у меня в замороженных блоках? Блоки оттаяли, вес огромный, стало давить, в итоге все это развалилось. А маленькие кирпичи, вот эти кирпичики, ну вот такого размера обычные, которые подсушены вокруг костра, а это примерно, ну, день нужно, да, их подсушить вполне хватит. Костерок не сильный должен быть. Они уже не такие текучие, они как бы, ну, стабильные. И из них можно складывать какой-то угол, какой-то камин, какую-то печь, пришлепывать их, замазывать. И все будет нормально, они будут стоять. Нельзя, то есть потихонечку все это делать. Не нужно, нельзя даже, не нужно, а нельзя давать на мягкие кирпичи огромный вес. Сразу по-любому все это раздавит. Надо это понимать. Уж лучше по старинке, потихонечку, не торопясь, забивать щели, просто набивать ее. Глина вот тут снизу оттаивает. Ее потихонечку берешь.
В принципе, опорная часть, давайте назовем ее каркасом, готова. То есть обычные вот такие вот чурбачки, вот, запиханы туда замок, перемычки, все 4 вот вставлены. Длинные лежни, прогоны тоже с выпилами. Сейчас я подниму, покажу. Вот эти выпилы. На них все, они фиксируются. Вот, сами встают и фиксируются. Вот. Чтобы не соскальзывали, можно еще вот здесь сделать небольшую выборку, чтобы выборка в выборку была. Тогда она вообще будет мертво стоять. Но они и так стоят нормально. То есть, если тут не плясать, а только спать и сидеть, ничего с ними не случится. Здесь тоже бревна. Теперь сюда сделать из полубревнышек типа лафеты. Ну сколько? 2, 3. 3 таких положить. Будет импровизированный столик. Сюда тоже настил из тоненьких бревнышек. Лапник. И можно здесь спокойно уже созерцать бытие. Скажем так. Камин вроде бы просыхает. Вроде я его удерживаю потихонечку. То есть костерочек работает. Снизу он там уже все подсыхает. Тут еще мягкое. Приходится постоянно вбивать туда это, чтобы не отслаивалось. В общем, пока все нормально. Вроде пока камин не плывет. Все-таки спасаю я ему жизнь, чтобы не переделывать полностью с нуля. Здесь такая вот полочка, можно перчатки, например, сушить. Ну а здесь, так можно, если ноги вдруг замерзли, можно ноги поставить, немножко их погреть. Ну что ж, лежаночка готова. Ну или нары, как хотите назовите это. Лежак, лежанка, нары. Здесь все просто. Пилятся вот такие вот палочки тонкие. Спрашивали меня, почему не до конца. Вот, смотрите. Все эти палки для лежака, они загнаны под нижнюю вот эту вот брусину. Тем самым они как бы уже с одной стороны закреплены. Получается, в этой землянке нет ни одного гвоздя, только шканты. Построена она уже по сути зимой. На улице минус 8, минус 10, минус 12, минус 5. То есть при таких температурах, плавающих днем и ночью, ни одного гвоздя. Все стоит. Все нормально. Сейчас лапник. Даже лапник в землянках укладывается чуть-чуть специфическим образом. Вы должны знать, где у вас лежит бок ребер, спина, кости таза, чтобы в эти места не попадали вот такие вот толстые, ну, сами ветки, понимаете, да? Поэтому кладется как лапник? Корнями, ну, палками, где сломано, туда, сюда мягкие лапы. А с этой стороны лапник кладется наоборот, концами, мягкими лапами сюда. В итоге что получается? Вот так это получается. В итоге у вас получается, что жесткие концы палок там находятся и аж вот здесь. То есть практически на уровне колен. А под вашим телом абсолютно мягкие веточки лежат и ничего вам мешать не будет. Поняли, да? Как складывается? Концами, макушками веток в центр. А тут уже как бы все равно. Здесь уже лежат ноги, поэтому ноги страдать от жестких вот этих вот веток не будут.
Итак, если мы говорим о землянке для выживания, которая быстро строится, которую не затопит, которая фактически сделана из говна и палок, то это вот она. Построена без единого гвоздя, без каких-то скоб, веревок, шканты в некоторых местах, в узлах и, соответственно, замки. Все, лопата, топор, лучковая пила и нож. Все, что нужно для строительства вот такой вот землянки. Если это при выживании, еще раз говорю, нужно понимать разницу между видосиками, снятыми тупыми блогерами, которые срубы закапывают в землю посреди леса, который затопит первой же весной. Чтобы видосик снять такой, надо же сруб-то закопать в землю, ничего больше не умеют. А вот если настоящая землянка, простая, в случае чего ее бросить легко, можно перейти в другое место, забрав только тент отсюда, потому что тент необходим. Это вот этот формат. Я еще здесь делаю столик, закрою вот эту стенку. Но это все уже по факту времени. Сейчас уже сюда можно спокойно заехать и спокойненько здесь жить. Костер есть, нары есть, лежак есть, матрас толстенный. Тут уже тепло начинает появляться, она начинает прогреваться. Столик и вперед. Всем удачи, всем хороших походов, всем пока. До связи с этой землянки в следующем видео.